Страна для жизни диктатора. Более 3% белорусов живут за чертой бедности. Такие данные предоставил Белстат, подводя итог третьего квартала текущего года. Отметим, что к малообеспеченным в Беларуси относятся люди, чей доход составляет менее $100 в месяц. С учетом того, что в настоящее время население Беларуси составляет почти 9,5 миллионов человек, количество людей, живущих в нищете, примерно равно 320 тысячам. Для сравнения, это население целого Бреста или 3 Солигорсков. Среди тех, кто живет за чертой бедности, больше всего семей с несовершеннолетними детьми. Таков итог социальной политики нелегитимного правителя, который спит и видит, как бы урезать госпомощь уязвимым слоям населения. К примеру, предлагает сократить время декретного отпуска или накидывает целый рубль к социальным пенсиям, издевательски называя это надбавкой, и одновременно повышает цены на все возможные услуги. А вот на что узурпатор не скупится, так это на денежное вливание на охрану своего режима. Так, на одну только систему видеонаблюдения в строящемся под Минском СИЗО выделено почти 1,5 миллиона рублей. Впечатляющий размах. Видимо, эту тюрьму диктатор готовит под себя, понимая, что срок за совершенное преступление будет очень долгим. Денег больше нет. В Беларуси грядут новые изменения в пенсионной системе. Марионеточный премьер-министр Роман Головченко заявил, что теперь будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей. Это значит, что белорусам предлагается самостоятельно откладывать себе на жизнь через частные пенсионные фонды, либо предприятиям начать заботиться о будущем своих работников на пенсии. На этом гениальные идеи сторонника стабильности Головченко по экономии социальных выплат не закончились. Он выступил с предложением сократить оплату декретного отпуска с 3 до 2 лет. Напомним, что пенсионная реформа в Беларуси началась еще в 2017 году. Она направлена на повышение возраста выхода на пенсию, а также увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсионных выплат. В общем, ничего для людей, а все для поддержания узурпатора. Ну, в самом деле, не экономить же на силовиках. Забастовка в действии. Белорусы решительно настроены перестать финансировать преступный режим. Об этом говорят свежие данные от столичных коммунальных служб. За последний месяц сумма долга минчан по ЖКУ составила почти 9 миллионов рублей. Платежи по коммуналке просрочили около 10% плательщиков. Очевидно, существенная часть этих людей решила таким образом взыскать долги за личное имущество. Бело-красно-белые ленточки и флаги, уничтожением которых коммунальщики занимаются вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Например, наводить порядок в подъездах, оперативно проводить капремонт в старом жилом фонде, ремонтировать дороги и решать прочие проблемы, которые входят в их компетенцию. Напомним, что приостановка выплат по коммунальным услугам либо их самая минимальная оплата являются одним из пунктов Народного плана Победы. С помощью данного плана свободные белорусы намерены добиваться выполнения своих требований к нелегитимной власти, включающих отставку Лукашенко, прекращение насилия над мирными гражданами и освобождение всех политзаключенных. Давление на церковь продолжается. На 10 суток ареста осудили в Ивацевичах греко-католического священника отца Виталия Быстрова за якобы участие в несанкционированной акции протеста. 25 октября священник приехал в Брест для воскресной службы в греко-католическом приходе святых братьев-апостолов Петра и Андрея. Проходя по городу, священник стал очевидцем задержания велосипедиста с бело-красно-белым флагом. Тогда милиция просто поинтересовалась у отца Виталия, из какой он церкви и города. Но спустя некоторое время священнику все же пришла повестка в суд. На вынесение приговора повлияло еще и то, что отец Виталий является активным пользователем Телеграма и состоит в группе «Солидарность Ивацевичи». Это, кстати, не единственный случай, когда представителей духовенства привлекают к административной ответственности за их гражданскую позицию. Так, на ксёндза Вячеслава Барка завели административное дело за размещение в социальных сетях одной
одной из работ знаменитого белорусского художника Владимира Цеслера «Стоп-лукашизм». Данный пост в органах трактовали как пропаганду нацистской символики. Священник считает, что административный процесс в отношении него политизирован, так как на своем YouTube-канале Вячеслав очень много размышляет на тему политики и беззакония в нашей стране. Напомним, что за свои высказывания против фальсификации выборов архиепископ Тадеуш Кондрусевич до сих пор находится в списке невъездных в Беларусь и не может вернуться к себе на родину. Всех впускать, никого не выпускать. Нелегитимная власть озаботилась тем, как удержать дешевую рабсилу в стране. И нашла выход – опять перекроить законы под свои нужды. Так, о мерах по предотвращению утечки мозгов сегодня на заседании в Палате представителей заявил премьер-министр Роман Головченко, подчеркивая, что в законодательстве о миграции грядут изменения, направленные на сокращение оттока населения. Кроме того, так называемое правительство планирует работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Очевидно, масштаб миграции экономически активных граждан после августовских событий стал настолько велик, что режимные деятели просто не могут больше отшучиваться в стиле «уехал, назад не вернешься». Ведь на обеспечение собственной роскошной жизни и оплату услуг карательной армии деньги где-то брать нужно. Вот и решили, что налогоплательщиков, которые еще не успели разъехаться, стоит посадить на цепь, а заодно привлечь новых из-за границы. Что ж, возможно, высококвалифицированных инженеров из Сомали и заинтересует заманчивая перспектива поработать под Кричевом за $100 в месяц. Лукашенко пожаловался большому брату. Сегодня нелегитимный правитель наконец смог увидеться с Владимиром Путиным на саммите стран ОДКБ. К сожалению, для него самого из-за пандемии общение проходило по телевизору, который он так не любит. Повесткой саммита была международная безопасность. На эту тему Лукашенко подготовил для дорогого Владимира Владимировича длинный список жалоб. В частности, самодержец посетовал на бессовестных соседей. Дескать, Польша и страны Балтии ради повышения собственной значимости перед ЕС пытаются расшатать его режим. Не дают покоя нелегитимному и международные санкции в отношении его приспешников. По мнению Лукашенко, такие меры должны задействоваться в исключительных случаях для разрешения важнейших вопросов обеспечения мира и безопасности. Ситуацию в Беларуси, в связи с которой были введены санкции, он описал как обыденную практику. Тем не менее, не забыл упомянуть, что США и страны НАТО подозрительно наращивают военную мощь, не иначе как хотят покуситься на стабильность нашей страны. Заслушав этот спич, Путин сухо высказался о своей обеспокоенности внешним вмешательством в дела стран ОДКБ и отметил, что народам нужно дать самим разобраться с вопросами, которые представляют для них интерес. Очевидно, это был непрозрачный намек на то, что кремлевский руководитель рассматривает Беларусь как один из мятежных регионов России, вроде Хабаровска, и порядок намерен наводить лично. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, Twitter, Telegram, а теперь еще и Instagram. Берегите себя и живе Беларусь!